Топ-10 ТВ-боксов на февраль 2021 года. Почему топ-10, объясню немножечко позже. Добрый день, господа, начинаем. Почему же топ-10? Да потому что до $50 зимой 2021 года действительно есть что выбрать из Китая. И именно на китайский рынок мы и на текущий момент ориентируемся, потому что это заказать проще простого. Слушайте, но дело в том, что мы рассматривали не только, допустим, ТВ-боксы из коробки, мы рассматривали и ТВ-боксы, которые после нехитрых манипуляций могут стать достаточно неплохими вариантами с учетом тех прошивок, которые есть сейчас на рынке. Но мы не будем долго затягивать. Все обзоры на все места, на все ТВ-боксы, которые будут упоминаться в сегодняшнем обзоре топ-10, плюс ссылочки на все ТВ-боксы на проверенных продавцов внизу в описании под видео, как и ссылка на условия очередного розыгрыша, а на момент съемки этого видео это Sony PlayStation 5. И для получения этого приза практически ничего не нужно, вернее, для участия в розыгрыше этого приза. Единственное, нужно быть подписчиком, конечно же, подписавшись на наш канал, нажав колокольчик и выполнив нехитрые действия, скажем так, в комментариях под видео с розыгрышем. Ну что ж, ну а мы переходим к самому обзору топ-10 ТВ-боксов, которые есть на текущий момент. На 10-м месте у нас Xiaomi Mi TV Stick. Вот такое вот действие. Почему на 10-м месте? Потому что, во-первых, это Full HD решение. Во-вторых, он все-таки есть в топе, несмотря на то, что он действительно достаточно слабый стик. Но в нем есть сертификация Netflix, да и вообще сам по себе формат стика на сертифицированном Android TV очень сильно востребован. Плюс в нем есть автофреймрейт через API от Google. Есть у нас лицензии DTS и Dolby. В принципе, его можно спрятать за телевизор, можно брать с собой. Есть пульт с голосовым управлением. Это просто-напросто такая себе нормальная штука для просмотра IPTV, каких-то стриминговых сервисов типа Netflix, Megogo и тому подобного. Ну, плюс еще и маленькие торренты погонять можно и стримить, и постримить с HD видеобокс. В принципе, ссылочка на обзор этого стика есть в описании под видео. Вот плохо, конечно, что он Full HD решение. Плюс у нас там всего лишь 1:8. В принципе, поэтому и 10 место. Из Китая на текущий момент его можно купить за $33.99. И уже огромное количество почитателей этого бокса, именно которые удовлетворяют потребности этих самых покупателей. А на 9 месте у нас глобальный Micool KD1. Это тоже ТВ-стик. Цена его на текущий момент $44.74 при доставке из Китая. Это 2/16. Это iMlogic S905Y2 процессор. Он с поддержкой HDR, с поддержкой 4К. У него есть пульт с голосовым управлением, есть автофреймрейт, нет сертификации Netflix, и только из-за того, что у него есть некие моменты с 5 ГГц Wi-Fi, то есть он работает не на всех, допустим, роутерах, вернее, не на всех каналах, он работает на 36-м канале 100%, иногда на 40-м, и есть какие-то вопросы, то он именно из-за этого у нас мигрировал на 9 место. Достаточно неплохой стик, это новинка, возможно, он поднимется потом выше по рейтингу, когда мы решим проблему с Netflix для данного стика. Мы выпускали на него обзор тоже вы можете перейти в описании под видео, кликнуть на обзор, посмотреть, как и ссылочка на проверенного продавца, откуда мы его брали. Достаточно неплох. Мы смогли на нем смотреть достаточно тяжелые торренты, ну, допустим, как Mi Box, если брать там 40-50 гигабайт, на нем спокойно можно посмотреть. 100-гиговые торренты он не тягает, несмотря на то, что у него достаточно мощный Wi-Fi. 8 место у нас, да, вот Vontar X3 вернулся в топ до $50. Почему? Потому что на него есть прекрасная прошивка, например, от Slimbox. Плюс при переклейке Wi-Fi у него 2,4 ГГц начинает отлично работать. Это Wi-Fi 2,4. При этом его цена, допустим, при доставке из Китая за версию 4/64 всего лишь $43. А 32-гиговую версию 4/32 можно взять вообще за $38. На прошивке от Slimbox он работает просто отлично. Под него советую сразу же брать пульт, например, G20S Pro. Ссылочка в описании под видео на G20S Pro. Здесь iMlogic S905X3 процессор, 4/64, 1000 мегабитный LAN, это немаловажно, 5 гигагерцовый Wi-Fi, кстати, на 5 ГГц он вообще нормально работает, если у вас есть роут 5 ГГц, то он будет отлично работать. Некоторые модифицируют охлаждение, но я вам скажу так, если не тягать там 80-гиговые, 70-гиговые торренты, то и охлаждать вообще ничего не нужно. Этот бокс относится в принципе, к разряду тех боксов, которым необходимо немножечко приложить рук
руки, и владельцы этого бокса, которые пользуются, в комментариях, наверное, с удовольствием напишут, что данный ТВ-бокс, он неплох за те деньги, которые за него просят. При этом эти прошивки напичканы такими плюшками интересными, которые можно встретить, например, в Югус. У них есть автофреймрейт и очень много всяких интересных вещей типа самбы. Да и вообще все очень много там интересного. Так что этот бокс занимает заслуженное 8-е место. На 7-м месте у нас A95XF3 Air. Тут, в принципе, возможно, придется поработать с охлаждением. При этом цена у него тоже действительно достаточно низкая, 42.84 за версию 4.32, но здесь нет таких проблем с Wi-Fi, какие есть, допустим, в том же Вонтере. На него тоже существуют прошивки Slimbox, достаточно неплохие прошивки. Слушайте, а давайте я ссылку, наверное, размещу на Slimbox в описании под видео. Я уже показывал, как работает Slimbox на Tanix TX9S. Есть Android TV прошивка, и вот это заслуженное 7-е место. Тут вот в отличие от Wonder X3 здесь не надо морочиться с Wi-Fi. То есть мы просто-напросто ставим новую прошивку и пользуемся. Либо доохлаждаем, если вы хотите. Хотя вот даже спорно, некоторые со мной начнут спорить, почему он выше, почему ниже. Да, в принципе, я не скажу, что одна из них лучше, а другая из них хуже. Если брать между Wonder X3 и, допустим, A95XF3. Это, в принципе, две рядом идущие приставки. Единственное, что здесь у нас LAN 100 мегабит, но именно вот это вот лишенное варианта того, что необходимо лезть внутрь, он становится на 7-е место, но они вот с Wonder X3, они практически на одном месте, я бы так сказал. На 6-м месте у нас несменно вот участник топа до $50. Это ТВ-приставка Wonder X96S. Это стик на Amlogic S905Y2 процессоре. У него есть USB, поэтому он однозначно стоит выше этих вот стиков, которые были раньше. У него есть USB 3. У него есть Amlogic S905Y2 процессор. Есть Bluetooth, есть автофреймрейт, есть различные прошивки, те же самые, опять же, Slimbox, Югус ассоциированные прошивки, очень классная штука. На нем работает, например, тот же самый вот такой вот Ugreen адаптер, можно расширить до 300, до 400 мегабит LAN получить. И очень тоже много восторженных покупателей. Он поддерживает 4К, на нем, конечно же, нет Netflix, но есть Android TV прошивки в огромном количестве. Любые прошивки на него уже давным-давно запилены, поэтому это справедливое 6-е место. На 5-м месте у нас S9 Max. S9 Max достаточно новая и отличается, допустим, от тех же Air'ов и Wonder'ов тем, что ее практически не нужно допиливать. Прошивка есть, прошивки есть на него от Slimbox, они неплохие. За версию 4/32 вы заплатите 41,60. В нем, в новых прошивках этих Slimbox, на него есть и автофреймрейт, и все остальные плюшки, которые только можно придумать, включая там самбу сервер и много остальных моментов. Поэтому это действительно заслуженное 5-е место. Я вот еще когда обзор на него делал, я говорил, что вот если приложить на него руки, когда дождемся прошивки, то этот ТВ-бокс себя достаточно хорошо покажет. И он действительно себя хорошо показал. Он не слишком сильно греется, он умеренно греется. У него есть 1000 мегабитный LAN, у него есть 5 гигагерцовый Wi-Fi, который тоже неплохо работает. Поэтому это заслуженное 5-е место на текущий момент. На 4-е место у нас перебрался X96 Max Plus. При этом нужно понимать, будет ли, здесь у нас есть, знаете, такой момент с этим плюсом. Возможно, придет OnePlus 100, поэтому при покупке уточняйте, какая версия конкретно придет, потому что OnePlus 100 это новая ревизия со 100 мегабитным LAN. Но на OnePlus 100, почему он вообще стоит выше, чем S9? Потому что на X96 Max Plus существует прошивка Югус, портированная 0.3.8 прошивка. С прошивкой Югус сюда становится, с прошивкой Югус он становится вообще отличным боксом. Минимум, допустим, улучшений каких-то необходимо производить, те же самые автофреймрейты, все фишки Югус здесь становятся доступным. И, в принципе, с этим связано и появление на 3-м месте у нас, допустим, того же ТВ-бокса AX95, о котором мы делали уже с вами обзор, на Amlogic S905X3-B процессор. Этот ТВ-бокс, кстати, вот эти все ТВ-боксы, S9 Max, X96 Max Plus, это тоже Amlogic S905X3.
S905X4 пока не стоит вообще ожидать в топе до 50, да и прошивок на них еще нет. Поэтому можете свободно брать и не морочить себе голову. На него тоже существует прошивка Югус, на него существует огромное количество прошивок, достаточно удачная приставка. Для того, чтобы модифицировать охлаждение, вообще необходимо просто снять крышку и разместить между пластиной и радиатором термопрокладку. И все. То есть вы сразу открыли, положили термопрокладку, закрыли. Идеальный бокс, вообще идеальный бокс. На прошивке Югус работает отлично. Но на втором месте у нас все тот же Tanix TX9S, и он у нас мигрирует туда-сюда. Знаете, на чем основывается наша вообще его, ну знаете, любовь к этому ТВ-боксу. $28, iMlogic S912 и огромное количество прошивок, включая Slimbox. Допустим, есть прошивки на Android 9, есть на ATV прошивках. У него есть поддержка True HD звука Dolby, есть DTS HD HRS и 1000 мегабитный LAN. Да, у него хреновый Wi-Fi, но вот это вот сочетание за $28 получить станцию для торрентов онлайн с 1000 мегабитным LAN, да еще и с нормальным звуком и на Android TV, и плюс $28. О чем мы говорим? При доставке из Китая. И очень много восторженных отзывов. Я не знаю, очень многие напишут, что Tanix TX9S это несменный лидер у нас за свои деньги. Потому что, ну, допустим, здесь мы платим с вами $48, мы его прошиваем и получаем iMlogic S905X3. Но это там в 1,7, в 1,8 раз меньше стоит. То есть это совсем бюджетный вариант, но в этом бюджетном варианте мы получаем максимум возможностей за свои деньги. Ну и на первом месте у нас, конечно же, TOX 1. TOX 1 это ТВ-бокс на iMlogic S905X3. Тоже там прошивку для него разрабатывает Югус. Это одна из лучших прошивок на рынке для, ну, именно до $50. То есть она развивается, он обновляется. Он будет обновляться. На нем работает GeForce Now. У него 1000 мегабитный LAN. Уже идут новые ревизии без пыльников, с нормальным большим радиатором, и он требует минимум вложения. На него есть ATV модуль, с помощью которого можно переделать его сразу на Android TV. Существуют и Android TV прошивки, но с ATV модулем он, кстати, может обновляться и дальше. Поэтому, в принципе, TOX 1 это стал бестселлер на текущий момент. Вот даже здесь мы видим 2003 заказов. Только в этом магазине было продано 2003 этих ТВ-бокса. Если опустимся, допустим, мы к отзывам, да, то мы увидим, вот мы опускаемся к отзывам, давайте посмотрим, то мы увидим 5-звездочных 93%, 4-звездочных 4%, это значит, что 97% положительных восторженных отзывов. То есть мгновенная доставка, просто рекорд. Так здесь спасибо каналу Технозон. Твою же налево. Подключил, обновил 3 обновы подряд, поднял маджиску, установил ATV Югус модуль, от SASVLAD, также огромная уважуха Bubbles. Вот, блин, спасибо огромное, ребята, прям про меня тут все рассказывают. Все хорошо, отлично работает, IPTV, то есть очень много восторженных отзывов именно о TOX 1. При этом, да, есть и отзывы, которые говорят, что что-то не работает, например, там блок питания, но в общей массе, если брать количество проданных ТВ-боксов, почему-то многие видят там отрицательные отзывы, но не понимают, на какой объем продаж эти отрицательные отзывы существуют. То есть мы, получается, не мы, продает AliExpress их там десятки тысяч, а отрицательных отзывов, ну, допустим, 50 или 60. То есть посчитайте процент. Процент брака настолько низок, что, допустим, у того же там X96 Max Plus было намного больше процента брака на его продаже. Да? И вот он продался сейчас больше, 7843 заказов, все те же самые 97% положительных отзывов, но постоянная вот эта смена ревизий, там то 100 мегабит LAN, то другая ревизия, прошивка не подходит, то там винт надо выкручивать из-под, допустим, радиатора, то порты HDMI горели, то еще что-то, и вот нужно еще и прошивать, то TOX 1 подразумевает под собой, что приставка работает из коробки, ничего прошивать не нужно, поэтому это заслуженное первое место. Но и если вы говорите, что я не держал их в руках, то, ребят, ссылочки на все обзоры, на детальные обзоры лежат в описании под видео, как и на самих продавцов. Но это был топ-10, да, теперь это топ-10 на канале Технозон до $50 из Китая. Если нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, конечно же, подписавшись на наш канал и нажав на колокольчик. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.